Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Уфимец убил и закопал свою беременную любовницу, чтобы жена не узнала об измене. Чудовищная история произошла в декабре 2017 года. Антон Нинчу жестоко зарезал свою любовницу, находящуюся на 6-м месяце беременности, а потом закопал тело за городом. Мужчина переживал, что о его любовных похождениях узнает беременная жена, а это скандал, развод и косые взгляды родных и друзей. Вот только сам убийца убежден, в его действиях не было преступного умысла, все вышло совершенно случайно. Вернемся к самым истокам всей этой ситуации. Антон Нинчу родился в Кемерово, а когда мальчику исполнилось 4 года, его семья переехала в Казахстан, а потом в Миас. Родители Антона развелись, и парень рано познал все прелести взрослой жизни. Окончив школу, попробовал разные профессии, от пекаря до сварщика. Когда Антону исполнилось 22 года, он переехал в Уфу, где устроился работать монтёром железнодорожных путей. С Зайнаб Антон познакомился в 2016 году, совершенно случайно, стоя в очереди в Макдональдсе. Нинчу сразу понравилась веселая, задорная девушка с необычной восточной внешностью. Молодые люди стали встречаться, ходили в кафе и кино, гуляли в парках. «Мы как-то сразу договорились, что никаких серьезных отношений у нас не будет», расскажет позже Антон следователям. «Нам просто было хорошо вместе, но связывать свои жизни и делиться проблемами не хотелось никому из нас». Спустя несколько месяцев Нинчу познакомился с Анфисой. Вспыхнула любовь, и вскоре они стали жить вместе. Но из Зайнаб Антон не расстался, хотя и честно признался, что у него появилась девушка, на которой собирается жениться. В 2017 году Анфиса забеременела, и Нинчу, как честный мужчина, предложил возлюбленной расписаться. Удивительно, но Зайнаб совершенно спокойно отреагировала на свадьбу своего любовника и даже поздравила его с этим радостным событием. Мы продолжили встречаться. Пару раз в месяц я заезжал за ней, и мы ехали кататься по городу, рассказывает Нинчу. И хотя дома меня ждала жена, меня продолжало тянуть к Зайнаб. Она не грузила меня проблемами, была всегда веселая и безотказная. А потом появились проблемы с наркотиками, и мне это никогда не нравилось. 33-летняя Зайнаб Аглямова всегда жила по принципу радоваться каждому дню, что бы ни случилось. Девушка отучилась в колледже на учителя музыки и даже поступила в Уфимский педагогический университет, но на 3-м курсе бросила учебу. В молодости Зайнаб вышла замуж по большой любви, родила сына, но семейная жизнь не заладилась. Муж часто выпивал и совершенно не желал уделять времени жене и ребенку. Поэтому Зайнаб подала на развод. Познакомившись с Антоном, женщина не ждала серьезных отношений, а потому, узнав, что кавалер женился, особо не расстроилась. Обладая веселым и немного взбалмошным характером, Зайнаб с радостью согласилась на редкие встречи без каких-либо обязательств. А летом 2017 года Зайнаб поняла, что беременна. Известие ошеломило женщину, ведь она прекрасно понимала, что Антон никогда не признает ребенка, да и вообще скандала не избежать. Как-то в июле Зайнаб призналась, что в положении, но не хочет рожать, рассказывал Нинчу на допросах. Кто отец ребенка, она не сказала, а я и не стал уточнять. По просьбе подруг я купил ей в аптеке таблетки, вроде как они выкидыш на раннем сроке вызывают. Она сказала, что выпьет их дома, а потом эту тему мы больше не обсуждали. Вот только для себя Зайнаб решила, рожать она будет, хоть и без мужа. В разговоре с родной сестрой женщина признавалась, что очень боится, что Антон переломает ей все ноги, когда узнает про беременность. Родственники поддержали ее, заявив, что поднимать ребенка будут все вместе и в трудной ситуации без поддержки не оставят. Воодушевленная Зайнаб честно рассказала все своему любовнику, и, конечно, тот не обрадовался. Мужчина кричал, что никогда не признает ребенка, требовал сделать аборт и даже пытался давить на совесть.
Мол, у него жена беременна. Если все вскроется, то будет скандал и развод. Он очень любит свою супругу. Любовница наотрез отказалась от аборта, заявив, что воспитает ребенка сама, а Антон может проваливать к своей благоверной. В начале декабря 2017 года Антон вновь неожиданно объявился. Как ни в чем не бывало, позвонил и предложил Зайнаб прокатиться на машине, поговорить за жизнь и обсудить планы на будущее. Обрадованная женщина согласилась, а вечером Нинчу заехал за ней на своей девятке, выехали за город, в Калининский район, где Антон снова завел разговор о нежелательном ребенке. «И слышать ничего не хочу», — оборвала его Зейнаб. «Я на 6-м месяце, какой аборт? Буду рожать и точка. А будешь меня преследовать или угрожать, вообще все расскажу твоей жене». В голове у Антона помутилось. Беспорядочно вспыхивали мысли о беременной супруге. Вот она собирает его вещи и выставляет его из дома, вот она подает на развод, вот он смотрит издалека, как жена катит коляску с новорожденным сыном. Не помня себя от злости, он остановил машину и вытолкнул Зейнаб наружу, а потом достал из бардачка нож и несколько раз ударил им любовницу. Удостоверившись, что женщина не подает признаков жизни, Нинчу оттащил ее тело ближе к лесу. До ближайшей деревни было несколько километров, так что за появление посторонних можно было не переживать. Закидав наспех труп досками и строительным мусором, валявшимся поблизости, Антон сел в машину и вернулся в город. Ночью мужчине не спалось, он переживал, что тело могут обнаружить и его арестуют. Поэтому на следующий день вечером Нинчу, захватив лом и лопату, вернулся на место преступления. Удостоверившись, что тело Зайнаб лежит там же и нет свежих следов, Антон принялся копать в промерзлой земле яму. Скинув туда труп своей подруги, Антон засыпал его землей, забросал досками и сверху поставил здоровенный деревянный ящик, валявшийся рядом среди прочего мусора. «Ну все, здесь искать точно не будут», — удовлетворенно выдохнул Антон. «Надо было меня слушать и сделать аборт, сама напросилась». Вернувшись домой, Нинчу выкинул все вещи в помойку и постарался забыть и о самой убитой Зайнаб, и о так и не родившемся ребенке. Жена вот-вот должна была родить, но ощущения полноценного счастья не было. Мучили угрызения совести, а по ночам снились кошмары, после которых Антон просыпался в холодном поту и долго лежал, глядя в темноту. Первыми о пропаже Зайнаб заявили ее родители. Дочь часто уходила на пару дней из дома, но всегда звонила и сообщала, что задержится. Сейчас же телефон молодой женщины был отключен, а 14-летний сын Зайнаб утверждал, мама обещала скоро вернуться. Когда Зайнаб не появилась и на третий день, обеспокоенный отец отправился в полицию и написал заявление о пропаже дочери. Мать же позвонила Антону в надежде, что тот знает, где может находиться дочка. Но тот уверил, что в последний раз видел подругу пару месяцев назад и выразил надежду, что она скоро вернется. Поиски продолжались около 2 месяцев. Криминальная версия исчезновения рассматривалась в числе прочих, но не была основной. Спустя почти 3 месяца Антон не выдержал, пришел в полицию и рассказал про убийство. «Я нечаянно зарезал женщину, а потом испугался и закопал ее», — угрюмо рассказывал 31-летний уфимец, опешившим полицейским. «Сам не знаю, как так вышло. Могу показать, где спрятал тело». В ходе поисков сотрудники МВД и следкома нашли тело женщины с ножевым ранением в лесу возле села Федоровка. И в феврале пришло страшное известие близким убитой. Зайнаб найдена мертвой, а убийцей оказался ее друг и отец ребенка. Родители женщины до последнего отказывались верить, что у кого-то поднялась рука на беременную женщину. Лишь на опознание, увидев знакомую шапку с помпоном и очертания фигуры любимой дочери, им пришлось смириться с действительностью. Без мамы остались 2 маленьких детей. Соседи поведали СМИ о том, что Антон ранее сидел в тюрьме. Местные жители утверждают, что у погибшей и ее экс-супруга ранее были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостями. Зато сам Нинчу наотрез отказывался от версии с умышленным убийством. На допросах он убеждал следователей, что не знал о беременности подруги, а ударил ее ножом, потому что пытался ее спасти. «В тот вечер мы поехали кататься за город», — рассказывал Антон. «Зайнаб сидела на заднем сиденье и употребляла. Потом ее начало тошнить, и я остановил машину. Чуть позже я перебрался к ней и увидел, что она перестала дышать. В панике я положил ее на землю и попытался реанимировать. Вспомнил, как в фильмах делают надрез, и человек начинает дышать. Выбора не оставалось, я принес нож из бардачка и сделал то, что видел в кино, но не рассчитал силы. Понимаете, я был настолько испуган, у меня тряслись руки». На резонный вопрос следователей, почему Нинчу просто не отвез женщину в ближайшую больницу,
Мужчина сначала отпирался, что боялся не успеть. Потом и вовсе начал оправдываться, мол, боялся, что и его обвинят в употреблении наркотиков, а ведь дома беременная жена, зачем ей волноваться лишний раз? Тело закопал, потому что боялся отправиться в тюрьму, а признался, потому что совесть загрызла. Но если бы он знал, что подруга беременная, да еще и от него, тогда и вовсе бы этой встречи не произошло. «Я сначала был очень зол на Зайнаб», — утверждает Антон. 100 раз ей говорил, наркотики до добра не доведут. Она же умерла из-за них, а я просто довел дело до конца. Но что Зайнаб беременна, клянусь, не знал. Я искренне думал, что она еще летом аборт сделала, и живота не было видно абсолютно. Вот только судебно-медицинская экспертиза показала, в организме умершей следов наркотиков обнаружено не было, так что смерть Зайнаб наступила именно из-за острой кровопотери. Во время следствия были собраны достаточные доказательства о наличии у него умысла именно на убийство матери его нерожденного ребенка. Уголовное дело было направлено в суд. В ходе следствия обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство беременной женщины». Следователями было собрано достаточно доказательств, подтверждающих этот факт, сообщили в пресс-службе Республиканского следственного комитета. Верховный суд республики приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также осужденному надлежит выплатить родителям погибшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Как вы думаете, достаточное ли наказание понес убийца? Что происходило у него в голове, когда он пошел на такое? И как теперь маленькие дети убитые будут жить без матери? Ну а уже родившийся и подросший сын убийцы без отца? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.